Привет, сегодня поговорим о таком констрейнте, как ограничение трансформации. Это третий и последний констрейнт, который представлен в Spine. Ограничение трансформации копирует мировое вращение, перемещение, масштаб и сдвиг кости на одну или несколько других костей. Если мы применяем данный констрейнт к выбранным костям, то они будут полностью или частично повторять трансформации таргет кости. Transform Constraint имеет множество возможностей для использования в продвинутом риге. Самое простое из них – это перемещение таргет кости, при котором ограниченные кости перемещаются так же, как и таргет кость. Это можно использовать для имитации того, что у кости есть другой родитель. Например, чтобы снять шляпу или бросить предмет, вот как в этом случае. Давайте я запущу анимацию, и вы посмотрите. Основная сложность в данном примере сделать так, чтобы шар сначала следовал за кончиком руки, а после того, как его бросили, летел в нужном направлении. И тут представлены 4 варианта анимации одного и того же действия. Вы видите, что основную часть траектории броска шар движется вместе с костью руки, и в момент отрыва мяча от руки он продолжает движение по своей траектории. В варианте с зеленой рукой я использовал Transform Constraint, а в остальных вариантах я не использовал Transform Constraint. По сути, анимации идентичны, но дело в том, сколько было потрачено времени на каждую из этих анимаций, а также сколько еще придется потратить времени, если нужно будет изменить или продлить анимацию. Давайте вкратце разберем, как состоит трик у каждой из этих условных рук. Приблизим. В первом варианте я вложил кость с мячом в главную кость этой конструкции. То есть вы видите, что главная кость у нас называется 1 вверх. Сейчас я ее включу. Давайте я включу все главные кости. Значит, если манипулировать за эту кость, вы видите, что перемещается вся конструкция. Итак, я вложил кость с шаром в главную кость этой конструкции. То есть сейчас наш шар является дочерним к главной кости этой конструкции. И вы видите, что кости руки теперь никак не влияют на нашу кость с шаром. Вот у нас начинается кости руки вот с этой кости, и дальше идет у них последовательная иерархия. Но также я сделал констрейнт трансформации, в котором указал, чтобы кость шара повторяла положение кости на конце этой условной руки, то есть вот этой кости Sub Child FK2. Наша кость с шаром наследует всю трансформацию вот этой Sub Child FK2 кости, которая находится на конце, вот здесь вот, на конце нашей условной руки. И если в таком случае использовать ограничитель трансформации, то для того, чтобы переместить этот шар от руки к стене, нужно всего лишь 3 ключа. Давайте посмотрим, как это происходит. Вы видите, что с 0 по 29 кадр у нас нет никакой анимации шара. Это все потому, что работает constraint, и наша кость с шаром наследует все движения кости Sub Child FK2, которая находится на кончике, вот здесь, на кончике нашей руки. В 29 кадре я ставлю первый ключ, который выключает действие нашего Transform Constraint на кость с шаром. А также ставлю первоначальное положение нашей кости. То есть вы видите, сейчас я могу ее передвигать. До 29 кадра я никак не мог передвигать нашу кость, потому что воздействие Transform Constraint было 100%. Здесь в 29 кадре воздействие Transform Constraint 0%. Поэтому сейчас я могу перемещать наш шар. И далее, чтобы он ударился о сцену, мне всего лишь нужно еще один ключ вот в этом положении. То есть если вы посмотрите, у нас прошло 3 кадра с 29 по 32. Раз, два, три. И для того, чтобы сделать эту анимацию полноценной, нам понадобилось 3 ключа. Первый ключ, который выключает действие нашего Transform Constraint. Второй ключ, который указывает положение нашей кости с шаром первоначальное после выключения Transform Constraint. И последний ключ, который указывает финальное положение нашего шара, когда он ударяется о стену. Далее у нас идет анимация, что шар падает, но это не относится сейчас к нашей теме. Переходим ко второму примеру. Вот в этом примере я вложил наш шар именно в кость такой условной кисти, которая находится на кончике нашей руки. Вот вы видите, что сейчас наш шар является дочерним к этой кости, таргет ИК5. И теперь посмотрите, что опять же до 29 кадра у нас наша кость с шаром не двигается никак, нет анимации на ней. А после 29 кадра у нас начинается анимация. То есть после того, как шар отрывается от руки, мне нужно в каждом кадре контролировать положение данного шара, так как он наследует движение родительской кости. И пока она трансформируется, то есть пока вот эта вот вся цепочка с рукой двигается, мне нужно контролировать положение вот этого шара. Иначе, смотрите, если я вот сейчас удалю, вот условно у нас шар сейчас дотронулся до стены, ну и по сути ничего не должно с ним происходить. Вы видите, что он остается на месте. Если я сейчас просто удалю эти кадры, давайте все кадры удалим после, и вы увидите, что сейчас наш шар начинает движение до того момента, пока вот эта вся конструкция не остановится. Как только она остановилась, шар тоже остановился. Потому что он, вот эта кость, наследует движение всей вот этой цепочки, по сути. То есть она наследует движение таргет кости, вот эта, которая находится на кончике, а эта таргет кость, она наследует движение предыдущей своей родительской кости, которая наследует движение вверх по цепочке. То есть, условно, пока таргет кость не закончит свое движение, вот у нее последний кадр, 38-й, в нем установлен ключ, вот до этого момента нам нужно контролировать вот эту кость, положение этой кости. То есть, условно, мы должны в каждом кадре выставлять ключ, чтобы она не сдвигалась, вот эта кость не сдвигалась от своего положения и оставалась на месте. Посмотрим третий вариант. В третьем варианте я повторил ситуацию первого варианта и вложил кость с шаром в главную кость конструкции. Вот вы видите, что сейчас наша кость с шаром находится в главной кости нашей конструкции, является к ней дочерней. Но также я не создавал констрейнта трансформации. И для того, чтобы кость с шаром повторяла движение нашей руки, я в каждом кадре контролировал положение шара, пока он не оторвется от руки. То есть вы видите, что сейчас у нас с 0 по 29 кадр, у нас в каждом кадре для шара выставлен ключ, который повторяет движение вот этой кости Sub Child FK3.
Из-за того, что у нас сейчас кость с шаром никак не наследует движение нашей руки, то мне приходится в каждом кадре трансформировать положение нашего шара, чтобы оно совпадало с трансформацией вот этого кончика, вот этой вот кости. И вы видите, что каждый кадр, она повторяет движение вот этой синей круглой кости, Subchild FK3, и таким образом я сделал эту анимацию. И после 29-го кадра мне уже нет необходимости контролировать положение нашего шара в каждом кадре, поэтому здесь у нас работает интерполяция от 29 до 32 кадра. Ну и, наконец, в четвертом варианте я использовал два шара. Первый шар является дочерним к кисти нашей руки, то есть вот он находится, видите, в иерархии, он является дочерним к кисти Subchild FK2, то есть он наследует трансформацию вот этой кости. А второй шар, вот он находится второй шар, он вложен в главную кость конструкции. Вы видите, что он относится, он является дочерним к кости 4В. То есть он не наследует трансформации вот этой руки, вот этой всей конструкции. Таким образом, в первой части анимации я использовал шар, который был дочерним к руке, вот этот 4В Ball 2. И этот шар повторял все трансформации кости Subchild FK4, которая является как бы воображаемой нашей кистью вот этой руки. И вы видите, что никаких анимаций здесь нет, он повторяет полностью, наследует все трансформации. И в 29-м кадре я просто-напросто выключал. Давайте я включу фильтр. Вы видите, что до 29-го кадра наш шар был виден, вот он сейчас включен. А в 29-м кадре я просто выключаю вот этот шар и включаю вот этот шар. То есть посмотрите вот сюда в кость с нашим 4 Verball 1. И в 28-м кадре она выключена. А вложение в кости 4 Verball 2 включено. И в один кадр, в 29-м кадре, они меняются местами. То есть выключается вот это вложение и включается вот это вложение. И дальше наш шар 4VR Ball 1 двигается по своей траектории, используя интерполяцию. То есть вот от 29-го кадра до 32-го. Как видите, главное для вас понимать, какой способ лучше всего подходит в данной ситуации и использовать его. Итак, давайте поговорим о том, как же создать ограничитель трансформации. Для того, чтобы создать ограничитель трансформации, нужно выбрать любое количество костей, которое необходимо ограничить. В нашем случае давайте мы выберем одну кость с красной стрелкой, а затем нажимаем на кнопку в свойствах «Новое», Transform Constraint. После этого нужно выбрать кость, трансформацию которой нужно повторить, или щелкнуть в пустом месте, чтобы создать такую кость. Мы выберем кость с черной стрелкой. Называем наш constraint, давайте назовем его Classic. Окей. И все, наш constraint теперь создан. Осталось только настроить его свойства. Видите, что в constraint появился constraint с названием Classic, и вот его свойства. Важно понимать, что целевая кость, вот эта target кость, она не может быть дочерней по отношению к ограниченной кости. То есть она не может быть вложена в нашу кость с красной стрелкой. Давайте пройдемся по свойствам данного constraint. Итак, первая опция – это опция Bones, кости. Здесь показаны ограниченные кости. Если ограничена одна кость, щелчок по ней показывает ее в иерархии. Если ограничено несколько костей, то они отображаются в поле выбора. Также вот как мы проходили Pass Constraint, там тоже можно было выбрать из нескольких костей. Здесь выпадающее меню, в котором вы можете выбрать нужную кость. И если ограничено несколько костей, в отличие от Pass Constraint, порядок расположения костей не имеет значения для ограничения трансформации. То есть если в Pass Constraint порядок расположения костей имел значение, вы могли менять их местами, то здесь нет никакого смысла менять их местами, потому что они никак не влияют на наш Constraint. Нажав на значок карандаша, можно выбрать новые кости для ограничения. Это очистит все ограниченные кости и позволит выбрать новые кости. Далее у нас идет чекбокс Local. Давайте пока что перейдем в другой constraint. Мы выберем constraint Match. Этот constraint контролирует кость Bond 2, вот эту. То есть вот эта кость с черной стрелкой контролирует вот эту кость с синей стрелкой. Перейдем в наш constraint. И здесь также не активен чекбокс Local. Если этот флажок снят, то изменяется мировая трансформация. Давайте поставим микс на 100, чтобы наш constraint работал на 100%. И теперь, если перемещать кость с черной стрелкой, вы видите, что кость с синей стрелкой ведет себя как дочерняя к кости Target, наследуя ее трансформацию. Если мы повернем нашу кость Target с черной стрелкой, то увидим, что синяя кость вращается относительно кости Target. Также она масштабируется и наклоняется относительно кости Target. Ну и, конечно же, перемещается. И если микс установлен на 100%, вы не можете перемещать ограниченную кость. То есть я сейчас пытаюсь ее передвинуть куда-то, переместить, либо как-то повернуть или заскейлить. Я не могу этого сделать, потому что влияние данного констрейнта, вот этой кости на вот эту кость, установлено на 100%. Только если я изменю вот эту кость, поменяется трансформация вот этой кости. Так вот, если флажок установлен, давайте сейчас перейдем в третью кость, на которой установлен этот флажок Local. Это кость с желтой стрелкой. Переходим в Constraint для этой кости, и мы видим, что здесь установлен флажок в чекбоксе Local. Так вот, если этот флажок установлен, то локальная трансформация вот этой кости изменяется так, чтобы соответствовать целевой кости. Теперь кость не наследует трансформацию, а копирует ее полностью, только в своих локальных координатах. Давайте установим также микс на 100%. И посмотрим, что происходит, если я начну поворачивать таргет кость. Вы видите, что наша ограниченная кость желтая, у которой включен чекбокс Local, также поворачивается, но в своих локальных координатах. И то же самое, если я буду делать скейл. Вы видите, что она скейлится, но в своих локальных координатах. Она теперь не наследует поворот или любую трансформацию таргет кости, она копирует эту трансформацию. Если значение микса установлено на 100%, то вы не сможете повернуть или как-то трансформировать ограниченную кость. То же самое, что и с синей костью. Я не могу их никак трансформировать. Далее идет чекбокс Relative, относительный.
Он обычно устанавливается в дополнение к чекбоксу Local. Если Local будет не активен, а данный чекбокс активен, то в некоторых ситуациях скейла и поворота могут наблюдаться нежелательное поведение ограниченной кости. Итак, если чекбокс Relative установлен, то трансформация ограниченной кости изменяется путем добавления трансформации целевой кости. Если наша таргет-кость направлена, допустим, в противоположную сторону, давайте добавим 180 градусов к ней, мы развернули ее в противоположную сторону, и перемещена на 100 пикселей по x и y соответственно, добавляем здесь плюс 100, а также здесь плюс 100, то при перемещении слайдера Mix к 100% вы увидите, что ограниченная кость разворачивается на тот же угол, что и таргет-кость, и добавляет к своей трансформации перемещения еще по 100 пикселей на x и y оси. То же самое будет и с масштабом, и наклоном. Но прикол в том, что данный активный чекбокс позволяет перемещать нашу ограниченную кость, даже если микс установлен на 100%. То есть вы видите, что сейчас у нас микс установлен на 100%. И вот эти кости, у которых не был активен чекбокс Relative, я не могу их перемещать. А кость, у которой активен чекбокс Relative, я могу ее перемещать. Таким образом, мы получаем зависимость от таргет-кости. Когда перемещаю таргет-кость, вы видите, что перемещаются все наши кости, в том числе и кость, у которой отмечен чекбокс Relative. А также я могу свободно перемещать и вот эту кость с зеленой стрелкой, что добавляет мне новые степени свободы в работе с этим констрейнтом. Итак, переходим к следующей опции. Это опция Target. Здесь показана целевая кость. Щелчок по кости выделяет ее в иерархии и в viewport. То есть вы видите, что здесь выделена черная кость с черной стрелкой, а также выделена эта кость в иерархии. И вот на этой кости у нас также присутствует, кроме нашего констрейнта, еще 3 констрейнта, что позволяет одной костью контролировать вот эти наши 3 кости. На самом деле 4, но на данный момент мы не настраивали констрейнт вот для этой кости. Поэтому сейчас микс у нее находится на нуле, и вот эта кость никак не влияет на поведение вот этой кости с красной стрелкой. Так вот, вернемся к нашей кости Target. Другую кость можно выбрать, если щелкнуть на значок карандаша. Тут все знакомо. Дальше переходим к опции Offset. Логика работы с офсетом такая же, как и у Pass Constraint. Значение ползунка смещения добавляется к значению трансформации целевой кости, что позволяет настраивать конечную трансформацию, ориентируясь при этом на целевую кость. Это сделано для удобства, чтобы не создавать дополнительную кость для достижения того же результата. То есть сейчас я могу выделить нашу зеленую кость, перейти в Constraint, и я хочу, чтобы эта кость была повернута относительно этой кости на 90 градусов. И я просто-напросто перемещаю этот ползунок. Здесь пишу, допустим, 90 градусов, и вы видите, что она сейчас повернута, наша кость с зеленой стрелкой повернута относительно кости с черной стрелкой на 90 градусов, но перемещая вот эту кость с черной стрелкой, нашу таргет-кость, наша кость с зеленой стрелкой, которая ограничена, она также перемещается. И при повороте она также будет поворачиваться. Просто у нее будет офсет в 90 градусов. То же самое и с трансформацией. Здесь у нас перемещение по оси X, здесь перемещение по оси Y. Если мы сделаем офсет на 100 пикселей, то вы увидите, что наша кость с зеленой стрелкой переместилась по оси X на 100 пикселей. Также вы можете выходить за значение вот этих ползунков. Просто перемещайте дальше, и вы будете видеть, что значение меняется на плюс или минус сверх вот этих ползунков. То же самое можно сделать и по оси Y. То же самое можно сделать и со скейлом. Вы видите, что мы меняем скейл по оси X и по оси Y. Ну и наклон по оси Y. Тоже у нас меняется офсет для этого наклона. Давайте сейчас посмотрим на нашу красную стрелку. Мы еще не настраивали констрейнт с этой костью. Для начала, думаю, мы немножко трансформируем нашу кость с этой стрелкой. Давайте изменим ее скейл по оси Y в 3 раза, чтобы она стала немножко пухлее. А также развернем нашу стрелку на 90 градусов. Теперь переходим в настройки констрейнта. Я напомню, что наша стрелка, вот эта кость со стрелкой, она связана констрейнтом с вот этой костью с черной стрелкой. Вы видите, что кость Target у нее установлена. Вот она, это кость Target наша, вот, в которой находится черная стрелка. Мы не будем отмечать чекбокс Local, и мы не будем отмечать чекбокс Relative. Мы отметим чекбокс Link Sliders, чтобы все наши слайдеры перемещались одновременно, и начнем перемещать слайдеры к 100%, к значению 100%. Как вы видите, кость начинает перемещаться к нашей таргет кости, и при достижении 100% она полностью применяет все значения трансформации таргет кости. Это, по сути, основная функция данного констрейнта. Но что, если мы хотим оставить нашу красную стрелку на том же месте и с тем же поворотом и скейлом, что и до воздействия констрейнта, и чтобы действия констрейнта также сохранились? Для этого мы можем воспользоваться ползунками офсета и переместить нашу кость в положение, которое нам необходимо. Давайте посмотрим, как это сделать. Итак, поворот ограниченной кости был 90 градусов. Выставляем 90 градусов на слайдере. Давайте поставим здесь 90. Нажимаем ОК, и вы видите, что наша ограниченная кость повернулась на 90 градусов к таргет кости. Далее расстояние до таргет кости по оси X было равно нулю, так как ограниченная кость находится на нулевом расстоянии по оси X от таргет кости. А по оси Y давайте посмотрим на таргет кость, где она находится. Мы видим здесь значение в 400 пикселей по оси Y. Переходим в наш constraint, Classic, вот он, и выставляем минус 400 пикселей по оси Y для трансформации, так как нам нужно вернуться вниз. Выставляем здесь минус 400, нажимаем ОК. Вы видите, что наша ограниченная кость переместилась в то положение, в которое было до того, как был применен вот этот Transform Constraint к ней. Ну и Scale, он был равен 3, теперь он равен единице. И это все было по оси Y. Поэтому мы ставим по оси Y значение 2. И теперь все готово. Наша кость теперь находится на удалении от таргет кости, но Constraint все равно работает. Если я начну перемещать нашу таргет кость, вы видите, что красная стрелка также следует за черной стрелкой. И если я буду вращать нашу таргет кость, вы видите, что наша кость с красной стрелкой также вращается относительно таргет кости. Ну и то же самое со скейлом и так далее.
Сейчас мы сделали офсет очень просто, так как мы начали с нулевых координат и целых значений. Но что, если наша ограниченная кость находится, вот, допустим, вот здесь, и ее скейл и поворот состоят из дробных значений? Вы видите, что здесь поворот у нас 122 градуса, точка 42. Перемещена она на 788 пикселей и 13 пунктов, и по оси Y на 126 и 60.62. Скейл у нее 0, 727, а по оси Y 2, 18, 11. Давайте выставим офсет на 0, 0 и здесь 0. В данном случае, если мы выставим наш микс на 100, то ограниченная кость примет все трансформации таргет-кости. Но мы хотим, чтобы она приняла эти трансформации, оставаясь в своем положении, скейле и повороте. И сейчас выставить офсет очень проблематично, потому что наша кость находится непонятно где по отношению к таргет-кости. И на этот случай есть кнопка Match. Как ей пользоваться? Когда значение микс находится в нуле, вот как в нашем случае, и ограниченная кость установлена в нужном положении, давайте ее можем еще куда-то переместить, вот, допустим, мы хотим, чтобы она находилась вот в этом положении, с этим скейлом и поворотом. Мы переходим в Constraint и нажимаем кнопку Match. И офсет рассчитывается автоматически для всех инструментов трансформации. Теперь, перемещая микс на 100%, мы наслаждаемся результатом. Вращаем, и вы видите, что наша кость сохранила свою позицию по отношению к таргет-кости, но также она сейчас полностью под контролем нашей таргет-кости. Ну и последний раздел – это микс-слайдеры. Тут все стандартно. Ползунки смещения управляют тем, насколько сильно ограничение влияет на трансформацию костей. Можно наследовать только поворот, если мы уберем вот этот чекбокс Link Sliders, мы можем наследовать только поворот, убрав все вот эти значения на 0. Также можно наследовать только скейл по оси Y, выставив ее, допустим, на 100. Остальные выставляем на 0, либо какое-то промежуточное значение, в зависимости от задачи. Допустим, нам нужно сделать так, чтобы между двумя костями находилась третья кость, которая всегда будет иметь среднее значение трансформации между этими двумя костями. Давайте создадим три кости. Вот у нас есть одна кость. Мы ее просто два раза дублируем. Видите, что раз, два, три. Три кости у нас есть в иерархии. Назовем их, вот эту первую кость давайте назовем left. Вот эту кость назовем центр. И вот эту кость назовем right. То есть у нас есть центральная, левая и правая. Центральную кость мы вкладываем в левую кость, чтобы она была дочерней к левой кости. А правую кость мы просто перемещаем немножко на любое расстояние. Теперь выбираем центральную кость, нажимаем новый Transform Constraint и выбираем правую кость. Пишем здесь название, в данном случае right нам подходит, не имеет значения. И мы не выставляем ни local, ни relative. Мы выставляем, допустим, вот здесь checkbox link sliders и все значения выставляем на 50%. И вы видите, что наша кость центр сейчас находится посередине между левой и правой костью. И если я начну перемещать правую кость, то вы видите, что все равно кость центральная, она остается посередине между этими двумя костями, даже если я начну перемещать и левую кость одновременно. Таким образом работает микс для вот этого Transform Constraint. Прикол в том, что сейчас мы можем перемещать и центральную кость, так как воздействие вот этой кости правой только на 50% на кость центральную. То есть и при перемещении мы можем изменить положение центральной кости. Но перемещая дальше, вы все равно будете видеть, что наша кость центр всегда наследует только 50% перемещения кости right. То же самое с перемещением кости left. Вы видите, что она наследует только 50% перемещения вот этой кости. И данный раздел микс мы можем анимировать в режиме анимации. Давайте поставим 10% вот здесь, и вы увидите, что центральная кость сдвинется к левой кости. Давайте поставим 10%. Видите, что она сдвинулась, и теперь наша кость right воздействует после 29 кадра всего лишь с силой в 10% на центральную кость. То есть если до 29 кадра она воздействовала на 50% на эту кость, то в 29 кадре она воздействует только на 10%. Также вы можете, допустим, в нулевом кадре установить те же 50%, и вы видите, что у нас сейчас работает интерполяция для ключей микса, и с каждым кадром сила воздействия правой кости на центральную будет уменьшаться. То есть вы видите, что никакой анимации нет, просто анимируется сила воздействия правой кости на центральную. И при перемещении вы видите, что центральная кость смещается к левой кости, так как сила воздействия правой кости уменьшается. Ну что ж, на этом на сегодня все. В следующем видео поговорим про ивенты. Всем пока!